Be yourself, love yourself. Автор из Ленирам читает Кэтуилд из записок инсайдера. Научиться любить себя вообще-то тяжеловато. Особенно, когда твое собственное представление о себе в корне расходится с тем, как тебя представляют другие. Макней начал исследовать эту тему недавно. Просто в голову стукнула такая мысль, вот он и начал в нее вгрызаться. Как вгрызается своими любознательными кроличьими зубами во все, что внезапно становится важно или интересно. Но уже подзаебал этими исследованиями. Большую часть, как Юнги считает, лучшую половину бантану-сообщества. Юнги, Джина и Хосока. «Ну, допустим, ты другой в реальной жизни», — увещевает его Намджун. «Все мы другие». «Не все», — возражает Мелкий, одновременно засовывая в рот 3 сразу полоски жареного бекона со сковороды и лишает Чимина самой вкусной части его завтрака. Дальнейшие его слова немного заглушает Чимина визг. Но Намджуну удается разобрать аргументы. «Ты лидер, всегда лидер. Иногда торкает какой-нибудь хуйней. И что с меня придурочного взять?» «Ну, не скажи», — возражает Тэхён. «Лидер, когда его никто не видит, бывает очень другим». Но Намджун делает страшные глаза и просит ТТ не распространяться насчет того случая на тренажерах. Что там с тренажерами, так и остается тайной. Впрочем, Чунгук почти на 100, ладно, на 80% уверен, что сможет выпытать у Тэхёна подробности того загадочного случая. Всех твоих тараканов армию наперечет знают. Рукожопость — 1, сентиментальную агрономию — 2, гениальность — 3. И все, перечисляет Макне. Да, и все, пожалуй. Он выставляет перед собой ладошку с недозагнутыми пальцами, предлагая дополнить список, который, по его мнению, дополнить нечем. Хосок мог бы дополнить, но не станет. По понятным причинам. Что происходит в спальне, то остается в спальне, как говорится. Вместо этого предлагает Мелкому терапию самовлюбления. Начни каждое утро говорить себе, какой ты классный. Ему эта армия в интернете прекрасно пишут каждое утро, смеется Джин. Это не то, машет своим тонким изящным указательным пальцем Хосок. Важно, чтобы ты сам себя хвалил, а не армии. Ты вспомни все свои последние интервью. Я не так уж хорош, все на самом деле не так уж легко мне дается, бла-бла-бла. Ну, давай попробуй прямо сейчас. Говори. Я Макне красивый, талантливый парень. Можно в рифму. Ну, пример, подхватывает Чимин, вывизживший у Джина дополнительную порцию жареного бекона и вполне довольный завтраком. Я Чунгук хороший друг. Ну, хмыкает Чунгук, не такой уж я. Так, ну вот опять, фыркает Хосок. Мы тут себя учимся любить таким, какой есть, а не выдумываем отмазки для девочек, которые просят на них жениться. Чего их выдумывать, эти отмазки? Шипит Шуга из своего дивана угла. А нет, и пиздец. Почесывает затылок Чунгук. Я Чунгуки золотые руки. О, прикольно получилось, да? Отлично, кивает Намджун. Много насочиняешь. Мы потом тебе из этого рэп-партию соберем. Может быть. Наверное. Как будешь себя вести? Закрывшись в своей комнате, Намджун привычным взглядом пробегает по растениям на подоконнике и вздыхает. Макне не так уж и не прав в своих сомнениях. В последнее время лидеру все чаще приходится себя сдерживать. Положение обязывает. А в прошлом году, когда мама пригласила домой толпу родственников на чусок, Намджун почувствовал себя определенно не в своей тарелке. Чусок в его памяти всегда ассоциировался с толпой веселящихся ребятишек в доме, у бабушки с дедом, и он, Намджун, мотался вместе со всеми по комнатам, выпрашивая вкусности.
Понятно. Время ушло, и взрослому мужику не пристало, но... Его двоюродные братья и сестры до сих пор, попадая вот на такие семейные торжества, вдруг выключали у себя режим взрослых, состоявшихся людей, и превращались во внуков и внучек, и детство зажигалось в их взглядах неоновыми лампочками. Подлезть под бок бабушки, устроившись на диване, изгвоздыкаться в машинном масле, помогая деду в гараже чинить зачем-то старую развалину, когда-то считавшуюся средством передвижения, которую проще выбросить, но отремонтировать принципиальнее. Отремонтировать, с гордостью нарезать пару кругов по кварталу под изумленные взгляды соседей. И все-таки выбросить, но уже со спокойной душой. Таскать из-под ложки недожаренные грибочки со сковороды, пока мама не увидит и не даст деревянной ложкой по рукам. В салат ничего не останется. Все это так. Все это так сидит внутри, просит выхода. И не потому, что детство в одном месте отыграло, а потому, что это все ты сам и есть. И это в тебе давно никуда не делось. Нам Джуну иногда очень не хватает возможности быть легкомысленным, безответственным, не лидером. Просто человеком, который может поныть, забить на обязанности и проспать, например, на работу. Напиться и отменить конференцию из-за будуна. В конце концов, попасть на камеры в какой-нибудь ситуации двусмысленной и потом долго оправдываться. Чтобы потом тебя, конечно, стыдили. Ты же лидер, как ты мог. Но чтобы ты там в глубине души удовлетворенно улыбался. Да, я такой. Как-нибудь выкину этакое. Потому что, положа руку на сердце, он и такой тоже. Правда, его такого уже давно никто не видел. Потому что лидер и положение обязывает. Намджун всегда немного завидовал Джи-Йону в этом плане. Вот этому сочетанию в его драконьей личности солидного парня светила отечественной музыки и просто безбашенного пацана, способного на любой пиздец в самых неожиданных масштабах. «Я в окне, свет в твоем окне», — доносится из-за двери чунгучим голосом. И Намджун слышит в ответ соглашающееся что-то тихоновым басом. В комнату бесшумно проскальзывает Хобби. Намджуну нравится, когда Хасок такой, тихий, плавкий, будто струящийся вместе с золотой пылью в солнечных лучах на фоне окна. Хасок только с ним, только с Намджуном такой, не искрящийся фейерверком надежды, а просто Хасок. «Прогуляемся», — вдруг предлагает Намджун, внезапно осознавая, что именно с Хасоком лидер может не быть лидером, а быть просто Намджуном. Я тут подумал, может, ты поучишь меня водить машину? Всегда хотел попробовать, но как-то не с инструктором, знаешь, чтобы, если вдруг не получится, никто не ржал, а? Хасок ржет, как умалишенный. Он буквально катается по полу парковки, наблюдая, как Намджун тщательно выкручивает руль, притирает его дорогую машину аккурат к металлической стойке ограждения. Потом вспоминает, что это вообще-то его машина. И если Намджун сделает еще пару неверных движений, на его блестящем боку будет малоприятная царапина, вообще-то. Но не ржать тут невозможно. Настолько у Джуна перепуганное до паники лицо, что даже знаменитые ямочки попрятались щеки и на всякий случай не отсвечивают. «Блядь, Джуни, честное слово, ты просто талант!» Выдохшийся от хохота Хобби садится прямо на серое покрытие. «Я даже если бы захотел, в такой пиздосос машину загнать бы не смог. Как это у тебя получилось, не понимаю». Намджун не обижается. Некогда обижаться, потому что ему реально страшно. Ручка передней дверцы притерлась вплотную к железной стойке так, что подай назад — снесешь зеркало, а подай вперед — ручку вывернешь к ебеням. Чего делать-то? Хасок впервые видит Намджуна в таком беспомощном ужасе. А реально, что делать-то? «Эвакуатор, думаю, вызывать надо». Задумчиво обходит он машину, рассматривая все подробности безысходной ситуации. «Стыдно-то», — краснеет Намджун.
Что они скажут? Скажут, пиздец я тупой, да? Ну, предполагает Хобби, можно еще Чунгука попросить. Он у нас тут еще Шумахер. Может, попробует. Нет, отрезает Джун и утыкается лбом в руль. Не могу я перед мелким позориться, это еще хуже. К тому же, ты бока у Чунгукова Мерса видел? На нем шрамов больше, чем на Брюсе Уиллисе. Ты такой судьбы для своей машины хочешь? Хасок задумывается. Кажется, у него идеи тоже кончились. Лидер смотрит на руль, и ужас затапливает его сознание, мешая мыслить разумно. Призывать на помощь весь свой гигантский IQ бесполезно. Тут, наверное, нужен навык и опыт, а ни того, ни другого у Намджуна, конечно, нет. Знаешь, чешет он затылок, у тебя в багажнике никакой подушки нет, или покрывала, или пледа. Зачем? Округляет глаза Хасок. Ну, стойку эту металлическую обернуть, что ли, чтобы, если что, не поцарапать дверь. Блядь, ты серьезно? Начинает было ржать с новой силой Хасок, но осекается. Блядь, ты, походу, серьезно. Обернутая найденным в багажнике пледом, металлическая стойка уже не смотрится столь угрожающей. И этот факт немного успокаивает. Подожди, выдыхает Намджун. Да я подумаю. Ага, если мне немного сдать назад, потом вывернуть передние колеса чуть вправо. Так, кивает Хасок и улыбается. Ему нравится, когда лидер вот так начинает рассуждать. Советуюсь больше сам с собой, чем с кем-то. Он всегда в таких случаях выглядит очень сексуально. Ему думать прямо очень к лицу. Всем, наверное, но Намджуну особенно. Я что ли попробую, да? Педаль тормоза кажется многотонной. Так тяжело и страшно ее отпускать, но Намджун собирает все свои внутренние силы и все-таки отпускает. Легонько, уговаривая мысленно все свое рукожопство пока отдохнуть и не вмешиваться. Машина слегка откатывается назад, и Джун останавливает ее, когда до зеркала остается считанный миллиметр. «Джуни! Так, Джуни!» — командует Хасок справа. «А теперь выворачивай руль и подавай вперед легонечко. На драйв не забудь перевести. Давай!» Пот струится по вискам с такой скоростью, что Намджун в спортзале так не потел, как потеет сейчас от страха и напряжения. Пожалуй, тренажеры явно переоценены. Колеса со скрипом выворачиваются, и Намджун решается подать вперед. «Получилось!» — кивает Хасок. «Теперь возвращай колеса и сдавай немного назад опять». Намджун чуть отпускает тормоз, позволяя машине откатиться немного назад, а затем снова тормозит, чуть более резко, чем планировал. «Не психуй», — уговаривает его Хасок. «Все получается». «Правда?» — с надеждой смотрит на него Намджун и чуть не отпускает тормоз, но вовремя спохватывается. Пот пропитывает рубашку с удвоенной силой. Пожалуй, Хасоку все-таки придется сдавать чехлы в химчистку. «Правда?» — кивает Хасок. «Теперь давай, крути руль вправо и подавай вперед». Металлическая стойка, укутанная в плед, выглядит миленько и по-домашнему. И уже в половину не такой угрожающей, какой была полчаса назад. Намджун боковым зрением замечает, как цветное пятно пледа отдаляется от окна все дальше, и выдыхает. «Получилось, Джуни!» — радостно кричит Хасок и хлопает в ладоши. «Паркуй теперь! Или поедем еще покатаемся!» «Нахуй!» — констатирует Намджун в лифте. «Нахуй! Не водил машину, нечего было и начинать. Я же говорил, не мое это. Больше в жизни за руль не сяду». «Зря!» — рассматривает себя в зеркале лифта Хасок, пытаясь оттереть следы машинного масла со щеки. Где он уже успел испачкаться? «Ты за рулем выглядишь очень сексуально. Я бы тебя прям там отлюбил бы, если бы не одно металлическое, завернутое в плед обстоятельство». «Нет», — машет руками Намджун, выходя в прихожую бантана общаги из кабинки лифта. «Не уговаривай даже.
Видимо, рукожопство во мне неискоренимо. Я брикос в Пусани рос. Проносится мимо них, довольный во все щеки и сильно растрепанный Макне. Я первый рос в Пусани, эй! Проносится следом не менее растрепанный Чимин. Чего от вас так бензином несет? С подозрением разглядывает красную щеку Хасока Джин. Вы где были? Намджун жалобно поднимает на Хасока свои большие темные глаза. Да так, на парковке. Это самое, мямлет Хасок смущенно. Вы вообще бесстыжие, что ли? Возмущается Джин. Там же камера везде. Ты не про то подумал, Джин Хён, вздыхает лидер. Ой, ну кому ты трешь? Машет рукой старший Хён. Не вождению же тебя там хобби обучал в конце концов. Друзья, мне неприятно вас так называть, но работа обязывает. Ужин готовь, мойте свои копыта и к столу. На, Муни Хён, протягивает запыхавшийся Чимин лидеру кучу пластика и проводов. Я твою настольную лампу заклеил. Лампу? Крутит Намджун в руках непонятное нечто. Это лампа? Я то же самое сказал, когда ты эту халабуду домой притащил. Ворчит Юнги и переселяется с дивана за стол, практически не меняя полулежачего положения. А ты орал, что это не просто халабуда, а дизайнерская халабуда. Что это высокое искусство, и что мы вообще-то ничего не понимаем в колбасных обрезках. Кивает лидер. Это та лампа, которую я позавчера в кровать заправил и на нее сел. Случайно, конечно. Спасибо, что пояснил, качает головой Джин. Потому что если бы ты это сделал специально... Так, все, хлопает рукой по столу Хасок. Отвалите от моего Джуни, заебали. Все замолкают разом. Хасок такие команды раздает редко. Но если уж раздает, то лучше заткнуться. Мунихён, выскакивает из-за угла Чунгук. У тебя там на террасе листы с текстами разлетелись. Блять, вскакивает Намджун. Уже собрал. Протягивает Макне стопку исписанных черновиков. Ни один лист не упустил. Я молодец? Молодец. Гладит его по голове Намджун. Как у тебя там с рифмами? Да ну их. Машет рукой мелкий и садится за стол. Между делом отбирая у Чимина самый зажаренный кусочек миска. Я тут подумал. Вы же знаете, какой я на самом деле, да? И любите меня таким, да? Кто как. Угрожающе сдвинув брови, на переносице выковыривает из чунгучих палочек назад свое мясо Чимин. Любим. Умиленно. Подставив ладонь под щеку, наблюдает за этой междоусобной пищевой борьбой Джин. Не настолько. Чтоб не выгнать тебя из-за стола за грабеж и разбой. Ну, все-таки. Ну вот и хватит мне, улыбается Чонгук, высматривая, у кого из тарелки можно еще чего-то стащить, позажаристее. Ты свое мяско кушать будешь? Тэхён недвусмысленно демонстрирует дальнейшие планы относительно мяса, запихивая в свой большой рот сразу 3 поджаренных кусочка. Это точно. Тебе хватит, дергает Чимин мелкого за подол футболки, заставляя сесть. Угомонись уже, обжора. И Намджун понимает, что в этом, наверное, есть главное. Если есть тот, кто тебя любит, ему, наверное, не важно, как кто-то другой видит тебя со стороны, как ты сам себя со стороны представляешь. Просто любит и все. Тебя. Таким, какой ты есть. Таким, каким ты бываешь. Таким, каким мог бы быть, если бы попробовал. Таким, каким быть не осмеливаешься. Потому что любит всего тебя со всеми твоими апокалипсисами. Из Love Yourself это, наверное, тоже работает. Ну так а что там с тренажерами-то? Докапывается Чунгук, пока Тэхён методично расправляет свою кровать. Покрывалка в 4 сложить и на тумбочку. Подушечки в рядок устроить. Чунгука пнуть за то, что смял одеяло, зараза. Гуки, ты как медведь,
басит Тэхён. Лидер просил не говорить. Я и не скажу. Наверное, что-то стыдное, да? Заглядывает ему в глаза Чонгук и хитро улыбится. Почему стыдное? Возмущается Тэхён, вытягивая из-под макны свою пижаму. Блять, ну Гуки, ну как я ж в мятой пижаме спать буду? А чё тогда рассказывать нельзя? Услужливо проходится отпаривателем по пижаме мелкий. Если не стыдное. А какое тогда? Ну, даже немного героическое, улыбается Тэхён, когда Чонгук начинает стягивать с него шорты, чтобы помочь надеть тепленькую пижамку. Лидер меня спас. От кого спас? Не от кого, а от чего? Тэхён дергает ногами, пытаясь зацепить большим пальцем правой ноги Гукову футболку и стянуть ее с мелкого. Он меня от тренажеров спас. Я себе блинов нацеплял, а удержать не смог. Они меня чуть не раздавили. А Намджон Хён бросился на выручку и спас меня. Держал эту блядскую штангу, пока тренер не подбежал. Он как рванул, как настоящий герой, знаешь, из комиксов. Я в жизни не думал, что наш Намджон Хён такой проворный и сильный. Ого! Понимающе кивает Чонгук. Лидер-то у нас прям как Супермен. А чего рассказывать-то нельзя? Ну, Тэхён краснеет. Там просто случился казус. Штанга, она же, как ты знаешь, тяжелая. И Джонни Хён как к ней рванул, и он не очень аккуратно зацепился за... От взрыва истерического хохота за стенкой просыпается все население Бантана общаги и парочка соседних районов. Так вот, почему в тренажерке меняли полы, верещит где-то за стенкой Макне. Блядь, Тэхён, я же просил. Выскакивает из спальни Намджон, обматываясь на ходу покрывалом, сдернутым с ничего не понимающего сонного хобби. Даже не знаю, разводит руками ТТ. Как-то он из меня так это вытянул, Джуни Хён. Я правда не хотел. Мне просто хотелось похвастаться, что ты меня спас. И я вам клянусь, наш лидер самый крутой лидер на планете, отвечаю, верещит на одной ноте Чонгук. Самый крутой! Просто запомните эти слова. Я их сейчас даже запишу, чтобы не забыть. Главное, на Виверсе не записывай, блогер, вздыхает Намджон. А завтра я всем нашим расскажу, пусть они тоже тобой гордятся. Не унимается Чонгук и скрывается в спальне. Намджон возвращается в кровать и думает, что, наверное, да. Если кто-то любит, то любит тебя со всеми твоими апокалипсисами. Хорошо бы, если бы и с Love Yourself это тоже сработало.